Привет, друзья! Если вы вчера пропустили новости, то утро субботы для многих в Германии началось с тревоги. Эпоха Бюргергельд официально закончилась. Бундестаг проголосовал, и теперь вместо пособия гражданина у нас снова Grundsicherung. Но сегодня я не буду просто пересказывать вам заголовки газет, мы с вами должны понимать главное. Как теперь вести себя с джоб-центром, чтобы не остаться без копейки в кармане. Потому что новый закон — это не просто смена вывески, это возвращение к жестким методам Hartz-IV, но в гораздо более суровом исполнении. Правила игры стали радикально жестче, и если вы не будете знать свои права и обязанности, система может быстро лишить вас выплат. Давайте разберемся, почему все так быстро изменилось. В 2023 году нам обещали уважение и партнерство, но уже к 2026 году политики из ХДС и ХСС решили, что Германия больше не может себе позволить такую щедрость. А теперь самое главное. Раньше считалось, что человек на пособии сам заинтересован найти работу. Теперь же государство официально расписалось в том, что доверие не сработало. Возвращается принцип поддержки и требования, где требования в 3 раза больше, чем поддержки. Нас с вами ставят перед фактом. Проверка каждого цента на счету возвращается, а санкции за малейшую ошибку станут автоматическими. Мы переходим из режима сотрудничества в режим выживания под контролем. Также мы с вами входим в зону, где штраф в 30% это только начало. Раньше у вас было время на раздумья и ошибки, теперь нет его. В этом видео я по полочкам разберу, за что вас могут лишить крыши над головой и почему даже молодым родителям теперь придется оправдываться перед чиновниками за каждый лишний месяц дома с ребенком. Друзья, давайте сразу перейдем к цифрам, от которых у многих вчера пропал сон. В новом законе о Grundsicherung система наказаний перевернута с ног на голову. Если раньше джоб-центр играл с вами предупреждение, то теперь они перешли к методам финансового нокаута. Забудьте про мягкие 10% штрафа, а теперь правила игры — это радикальные санкции. Смотрите, в какую ловушку вы попадаете. Раньше за первый пропущенный термин вам срезали символическую сумму на 1 месяц. Теперь при первом же пропуске без железной уважительной причины вам автоматически рубят 30% на целых 3 месяца. Давайте посчитаем, из вашей 563 евро вычитать 169 евро каждый месяц. За квартал вы дарите государству, внимание, более 500 евро. Это не просто дыра в бюджете, это ситуация, когда вам придется выбирать между оплатой интернета и покупкой еды. И джоб-центр теперь не обязан входить в ваше положение. Но настоящий кошмар начинается, если вы пропустите 3 термина. Система ввод понятия недоступен. Мы с вами должны понимать, это фактически полное обнуление вашего дохода. Если робот в системе ставит вам этот статус, ваши выплаты на жизнь обнуляются полностью. Вам оставят оплату аренды и отопления, просто чтобы вы не оказались на улице, но на еду, одежду и проезд у вас будет 0. И вот тут самая главная ловушка. Выплаты не вернутся сами собой. Вы будете сидеть без денег до тех пор, пока лично не явитесь в джоб-центр и не докажете, что вы снова существуете. Это механизм принуждения, которого в Германии не видели со времен самых суровых реформ начала 2000-х. Теперь затеряться или, скажем так, уехать втихую на неделю к родственникам стало смертельно опасно для вашего счета. Друзья, давайте будем честными, эпоха раздумий в Германии официально закончена. Если раньше вы могли месяцами обсуждать с куратором, подходит ли вам вакансия по профилю, то в новом законе о Grundsicherung вводится принцип беспрекословного согласия. Теперь джоб-центры имеют право полностью аннулировать ваше пособие, если вы отказались от работы, которую они посчитали приемлемой. И поверьте, их критерии приемлемости теперь очень широкие, больше не получится годами искать варианты мечты. Система будет гнать вас туда, где есть дыры в кадрах. Либо вы выходите на смену, либо ваш счет в банке обнуляется. Это жесткий рынок труда, где у вас забрали право на отказ. И еще самое важное, есть одна тонкая деталь, о которой вы должны знать точно.
Законодатели оставили крошечную лазейку для защиты самых уязвимых. Если у сотрудника ведомства возникает хотя бы малейшее подозрение, что вы не справляетесь из-за психологической проблемы или депрессии, он обязан отправить вас на медицинское обследование. И здесь важный момент. Санкции нельзя вводить до того, как врач даст заключение. Это единственный юридический барьер, который может остановить маховик штрафов. В условиях такого давления психологическое состояние многих людей сегодня под угрозой, и закон хоть и формально заставляет чиновников сначала лечить, а потом наказывать. И вот здесь мы подходим к самому больному, к вашему дому. Раньше при переходе на пособие у вас была так называемая Каренцайт, целый год тишины, когда никто не смел заикаться о том, что ваша квартира слишком дорогая или большая. Вы могли спокойно жить там, где привыкли, и не тратить свои сбережения. Забудьте об этом. С приходом новых правил льготный период фактически уничтожен. Теперь за вашу квартиру возьмутся с первого месяца. Если ваша аренда выше социальных норм, готовьтесь к тому, что вас немедленно начнут активно подталкивать к переезду. Правила игры на рынке аренды стали беспощадными. Государство больше не собирается оплачивать ваш комфорт ни одного лишнего дня. Правительство сегодня вводит так называемый арендный потолок. Теперь джоб-центр будет не просто оплачивать ваши счета, а работать как ревизор. Они начнут проверять, не нарушает ли ваш владелец квартиры закон о защите цен на жилье, тот самый Мидпрайс-Бремзе. И вот тут начинается настоящий абсурд. Если чиновник решает, что ваша квартира стоит дороже, чем положено по закону, они не будут решать это сами, они скажут вам: идите к владельцу и требуйте снизить аренду. Вы только представьте этот разговор в Берлине или в Мюнхене, где на одну квартиру претендуют сотни людей. Это фактически принуждение к конфликту. Вы либо ссоритесь с арендодателями и рискуете выселением, либо джоб-центр просто перестает платить эту разницу. Это юридический тупик, в котором нас с вами загоняют специально. Давайте разберем цифры, чтобы вы понимали масштаб бедствий. Лимиты становятся железными. Первое. Для одинокого человека строго 50 квадратных метров. Второе. Главная цена за этот метр теперь должна соответствовать нижнему сегменту вашего города. По сути, вас официально выталкивают в самые дешевые, а значит самые старые некачественные дома на окраинах. Как это работает в льготный период? Каренцайт. Теперь государство покроет аренду только если она не более чем на 50% превышает норму. Если ваша квартира дороже, разницу вы платите сами. Из этих самых денег, которые вам дали на еду и одежду. У вас есть всего 6 месяцев, чтобы доказать, что вы не можете переехать. Не докажете, готовьтесь доплачивать из своего кармана или собирать чемоданы. Но среди этого мрака есть одна важная новость, которую вы должны знать. Единственное исключение в новом законе сделано для семей с детьми. Для таких семей аренду продолжат оплачивать полностью, какой бы высокой она ни была. Это единственный железный такой щит, который оставили законодатели. Если в семье есть ребенок, ваша крыша над головой пока в безопасности. Для всех остальных наступают очень суровые времена. Друзья, а теперь я попрошу вас сосредоточиться, потому что мы переходим к самому болезненному вопросу для тех, кто годами откладывал деньги, скажем так, на черный день. Это те самые накопления, которые вам официально разрешили сохранять при подаче на пособие. Если раньше в первый год государство давало вам, скажем так, иммунитет на 40 тысяч евро на человека, то теперь эту лавочку закрывают окончательно. И самое важное, запомните, вводится унизительно возрастная сетка. Логика властей проста: чем вы моложе, тем меньше вам положено иметь за душой. Посмотрите на эти цифры и примерьте их на свой банковский счет. Первое. Если вам до 30 лет, ваш лимит всего лишь 5000 евро. Все, что выше, извините, государство сначала потребует использовать ваше накопление до последнего цента, а потом приходите к нам за помощью. Второе. Если вам до 40 лет, лимит 10 тысяч евро. Третье. До 50 лет 12,5 тысяч евро. Четвертое. И это только тем, кто старше 50, разрешили оставить 20 тысяч евро. Давайте посчитаем на реальном примере, чтобы вы понимали масштаб этого финансового удара. Представим обычную семью, двое взрослых по 35 лет и двое детей. Раньше такая семья могла официально хранить на счету 75 тысяч евро и получать пособие. Это была такая себе гарантия, что люди не окажутся на дне после потери работы. По новым правилам их лимит всего лишь 30 тысяч евро. Понимаете, что произошло? Больше половины ваших накоплений, 45 тысяч евро. Государство фактически вынуждает вас потратить под ноль, прежде чем выплатит вам хотя бы 1 цент пособия.
Это не просто реформа, это колоссальный удар по среднему классу. Вас лишает права на финансовую независимость и заставляет проедать свое будущее еще до того, как вы получите статус нуждающегося. Друзья, а теперь приготовьтесь, потому что мы подошли к теме, которую многие называют социальной бомбой нового закона. Речь идет о самых молодых семьях. Раньше в Германии действовало негласное правило: пока ребенку не исполнится 3 года, родители имеют полное право находиться дома, заниматься воспитанием и получать поддержку. Считалось, что это база для нормального развития малыша. И здесь внимание, забудьте об этом. С принятием Grundsicherung эта планка обрушилась до 1 года. Вы только вдумайтесь, как только вашему малышу исполнилась первая свечка на торте, для государства вы становитесь полноценным Arbeitssuchende, то есть соискателем работы. С этого момента вы обязаны принимать любое приемлемое предложение от джоб-центра. Конечно, политики оставили в законе одну важную оговорку: джоб-центр должен сначала убедиться, что у вас есть место в садике, кита или у няни Tagesmutter. Но давайте будем честными, мы с вами прекрасно знаем реальную ситуацию в Германии. Очереди в садике растягиваются на годы, мест катастрофически не хватает даже для работающих родителей, и вот тут возникает чистый абсурд. Юридически вас будут гнать на работу и засыпать письмами с вакансиями, а фактически ребенка девать некуда. Но теперь это не ваше право сидеть дома, а ваша обязанность доказывать чиновникам, что мест в садике нет. Давление на родителей теперь вырастет в разы, и это станет новой реальностью для тысяч семей по всей стране. Друзья, а теперь новость для тех, кто не хочет сидеть на шее у государства и пытается строить свое дело. Раньше джоб-центр мог годами присматриваться к вашему бизнесу, давая шанс встать на ноги. Теперь все. Вам дают ровно один год, ровно 12 месяцев, чтобы ваша лавочка начала приносить реальный доход. Если через год чиновники решат, что у вас бизнес не идет, вам просто выпишут предписание: закрывайтесь и идите работать на дядю. Государство больше не собирается субсидировать ваши риски, ваши мечты. Либо вы приносите прибыль, либо вам предложат любую доступную работу. Выбор теперь максимально прост и суров. И напоследок тема, которая в Германии всегда была спасательным кругом, а теперь превращается в настоящую ловушку. Речь о Schwarzarbeit, подработке в черную. Правительство решило не просто усилить проверки, но изменило саму логику наказания. Раньше как было? Если вас ловили, вы возвращали пособие, а ваш босс платил штраф за налоги. Теперь вводится принцип солидарной ответственности. Что это значит? Теперь джоб-центр сам выбирает, с кого трясти деньги, с вас или с вашего шефа. И угадайте, кому они придут в первую очередь. Конечно же, к вашей фирме, потому что у предприятия есть счета и имущество, а у безработного только долги. Для работодателя в Германии это настоящий кошмар. Раньше шеф мог рискнуть и взять вас на пару часов, скажем так, без бумаг. Теперь же на него могут повесить всю абсолютно сумму вашего пособия за годы. Ни один вменяемый предприниматель не пойдет на такой риск. Рынок черного труда в стране просто схлопнется под весом этих штрафов. Система затягивает сегодня гайки, вас лишает возможности подработать неофициально, заставляет тратить заначки и гонят на любую работу. Друзья, и вот здесь мы подходим к самому финалу. Полномочия ведомств и джоб-центр и таможня, которая в Германии знает как ЦОЛЬ, расширяется до невероятных масштабов. Теперь обмен данными о ваших доходах, переводах и даже случайных подработках будет происходить мгновенно. Система затягивает гайки по всем фронтам. Вас лишает возможности подработать в черную, заставляет проедать последние заначки, выселяет из привычной квартиры и гонят на любую работу, как только вашему ребенку исполняется всего лишь 1 год. Это уже не просто помощь, это очень жесткий контроль за каждым вашим евро. Мы с вами сегодня видим финал целой эпохи. Бюргергельд, та самая социальная, скажем так, подушка, которая давала хоть какое-то чувство безопасности, официально мертва. На смену ей пришел жесткий режим принуждения, а канцлер Фридрих Мерц и его правительство уверены, это единственный способ вернуть людей на рынок труда. Но мы-то понимаем реальность. Для сотен тысяч семей в Германии завтрашний день стал намного тревожнее. Это не просто экономика, это удар по самому незащищенному слою населения. Как вы считаете, справедливо ли вводить такие драконовские штрафы в 2026 году, или это просто попытка государства сэкономить на тех, кому и так тяжелее всех? Напишите в комментариях, коснутся ли эти изменения лично вас или ваших близких. Ваше мнение сейчас важно как никогда. На сегодня это все. Обязательно подпишитесь на канал.
потому что завтра я подготовлю для вас подробную инструкцию, как легально защитить свои права и правильно общаться с Джоб-центром по этим новым суровым правилам. Спасибо за просмотр, берегите свои нервы, до встречи!